На прошлой неделе мы были в городе под названием Теплица. Это чешский курорт. Видео об этом курорте я выкладывала на канале. Очень интересный курорт с богатейшей историей. В Теплицах отдыхал Петр I, Екатерина II, Моцарт. Ну, в общем, ладно, видео есть. А сегодня мы далеко от Теплиц не отъехали, а все так же находимся в Устецком крае. Устецкий край – это есть город Устья над Лабом, Устье над Эльбой и Теплицы. И вот это местечко, в котором мы сейчас, относится к Устецкому краю. В общем, приехали мы сюда в конце марта. И слава богу, что в конце марта, потому что в сезон здесь яблоку негде упасть от количества людей. Сегодня здесь пусто. Этим это место сегодня еще более прекрасно. Но, кстати, хочу предупредить заранее, этот город ужасно загажен. Даже не так. Этот город отдан на растерзание вьетнамцам. Это потом тоже мы покажем. Вот. Город очень красивый. И сейчас мы подойдем к очень интересному месту, которое есть здесь. Многие знают об этом городке, называется Гжемско. Городок, я думаю, многие знают. Или еще в народе на него говорят Чешская Швейцария. Почему Швейцария, я тоже расскажу чуть позже. Вот. Многие знают это место, многие знают Чешскую Швейцарию, но не все знают один завод, старый завод, который хранит в себе тайну. И вот сейчас к этому старому заводу, который спрятан от городской, от туристической трассы, мы направляемся. Кстати, вот здесь есть горная речка, и посмотрите, здесь в этой реке водится лосось. Тут об этом даже вот пишут. И не только тут пишут, вон там даже фотофакты. Вот такой лосось. Но мы идем дальше. Вот, чтобы понимать, какое количество туристов здесь в сезон, вот можно увидеть, например, парковку. Но она сейчас пустая. Магазинчик даже закрыт, который здесь торгует гипсовыми фигурками. Такой магазинчик, это гипермаркет. Да. И вот эта парковка, она обычно полна. Вообще, найти парковку здесь очень сложно. Ну, не сложно, но они забиты, как правило, конечно. И цена на парковку здесь 8 евро. Сейчас мы вроде бы... За день, да. Так, и вот когда мы идем по главной трассе, вот, вдоль реки, вот она, главная трасса, есть здесь такой незаметный, на первый взгляд, поворот, о котором знают только настоящие путешественники. А это кто? А это, конечно, мы. И все байкеры. Байкеры тоже это место очень любят, но сегодня их здесь нет. Почему их сегодня здесь нет? Потому что не сезон, и это место под названием Староплынарна закрыто. А обычно в обычный туристический сезон здесь находится отель. Чуть позже я расскажу историю этого места, она интересная. Ну и, конечно, как же в таком месте без привидений? А никак. И они здесь есть. Ну, сейчас все это я расскажу. Кстати, там есть кафе. Здесь когда-то, как я уже сказала, был завод. Сейчас здесь... Что здесь сейчас? А сейчас здесь отель, в котором можно жить, можно переночевать. Мы вам уже показывали один отель, который находится в замке заминированном. А вот в старом заводе можно тоже жить в Чехии вместе с привидением.
а здесь был завод. И история этого завода очень-очень интересная. Итак, в 1905 году двумя немецкими бизнесменами в узком горном ущелье, подальше от главной дороги, был построен небольшой завод по производству газа для газовых ламп. Подальше от жилых домов завод был построен в целях безопасности на случай взрыва. Завод не взорвался, но несчастный случай однажды произошел. Вскоре после открытия завода немецкий рабочий отравился газом и умер. Расследование показало, что на заводе не соблюдаются правила безопасности, что и послужило причиной несчастного случая. Чтобы избежать скандала и закрытия прибыльного дела, хозяин попросту подкупил доктора, который выписал заключение, что несчастный умер от старости. Рабочего похоронили на местном кладбище и дело замяли. Но долго проработать у завода не получилось, а виной всему стал прогресс. Спустя 20 лет завод перестал приносить прибыль из-за того, что с приходом электричества газ для ламп стал не нужен, его закрыли. Так он и стоял закрытым много лет вдали от главной дороги. Сегодня в здании старого завода расположен ресторан и отель «Стара Пленарна». Как и прежде, старое каменное здание скрыто от посторонних глаз в горном ущелье. О заводе здесь напоминают только огромные старые часы, которые висят в фойе и каждые 40 минут издают гулкие механические звуки, и привидение немецкого рабочего, которая все еще бродит по заводу в поисках справедливости. Мы думали, что можно зайти в отель, и внизу на первом этаже там кафешка, и можно выпить кофе, но закрыто, все закрыто, даже кафе закрыто. Но видео у меня есть о том, как это все выглядит, потому что, конечно же, в этом месте я была. Я люблю посещать такие места. Мы снимали здесь номер в этом отеле. Вот еще раз полюбуйтесь этой красотой. Итак, как я уже говорила, бывшего старого завода отель. Сейчас находится отель. Бронировать его лучше заранее. Отель называется «Стара Пленарна». Бронировать, повторяюсь, его нужно заранее. Почему? В прошлый раз, я не знаю, что-то изменилось с тех пор, но сильно сомневаюсь. В прошлый раз, когда мы бронировали здесь отель, это уже был конец августа, бронировали здесь место, мы забронировали последний номер. И поэтому мы ехали с друзьями, мы успели забронировать, они нет. И причем мы смотрели на весь сезон, так все время было, мест не было. Мы случайно забронировали один номер. Сам внутри отель, очень старая мебель, это я хорошо запомнила. Такое, что один раз остановиться нужно. Тут есть, конечно, наши друзья забронировали отель через реку от нас в обычном здании, но там было очень красиво, очень, как в плане отеля, очень комфортно. Здесь чисто переночевать в таком интересном месте, не более. Национальный парк Чешская Швейцария находится в Чехии у границы с Германией и продолжается на немецкой территории, но уже под названием Саксонская Швейцария. Свое необычное имя парк, находящийся на территории двух государств, получил благодаря швейцарцам, которые принимали участие в реконструкции Дрезденской галереи, а в свободное от работы время любили приезжать к границе Саксонии с Чехией. Это место им настолько понравилось, что они его назвали своей второй родиной. Но это было в 18 веке. С тех пор много чего изменилось, и парк можно смело переименовывать в Чешскую
Германию, поскольку очевидно, что теперь это любимое место немцев, которые здесь составляют подавляющее большинство. Причем даже местные гондольеры, а парк знаменит своими каналами, зачастую забывают переходить на чешский и ведут экскурсию на немецком. Почему немцы с удовольствием штурмуют чешскую половину парка? Понять несложно. Дело в ценах. В чешской половине они ниже. Но есть и еще одна тайна, почему немцы так любят это место. Но ее мы раскроем чуть позже, когда спустимся в город на центральную улицу. И вот когда мы жили в этом отеле, у нас под окнами шумела вот эта река. Вот отель, вот река. И она шумела всю ночь напролет. Однажды в Чехии, недалеко границы с Германией, произошло трагическое событие, которое вошло в историю как одно из самых необычных, благодаря чему попало даже в книгу рекордов Гиннесса. Хотите узнать, что было дальше? Дождитесь окончания этого видео, когда мы посетим место трагедии. Ну, а покаместь идем дальше. Вот буквально в 2 шагах от отеля находится старый погост, старое заброшенное кладбище. Эдику аж плохо стало. Вот здесь-то, наверное, и похоронили бедолагу рабочего. Чё там? И тут ты смотри, сколько могил. Примерно в 200 метрах за старой пленарной находится заброшенное кладбище. Кладбище было основано в 1874 году у старой дороги, по которой жители городка добирались до церквей в соседних деревнях. На кладбище сохранилась неоготическая гробница, принадлежащая Игнацу Клара, известному местному торговцу древесиной. Собственно, это все, чем знаменито заброшенное кладбище. В общем, очередное доказательство, как природа все забирает обратно. Когда-то здесь были могилы, наверное, были кресты какие-то. Осталась только часовня и вот все, что осталось от могил. Вот так вот. А когда-то это были люди, которые за что-то переживали, у которых были дети, родители. Ах. Ну и вот здесь есть такая терраса с видом на Гжемско. Город называется... Город. Почему я говорю город? Это никакой не город, но местность. Место это называется Гжемско. Вот здесь такая терраса с видом на эту красоту. Здесь всегда открываются дороги. В общем, сейчас, конечно, не сезон в Гжемско. Здесь есть знаменитая брана Правческая, или как она, Правческая же называется. Да, это нужно здесь подниматься вверх в горы, и там будет очень красивая брана, это как ворота, арка красивая в горах. Ну,
А еще здесь есть гондольеры. Здесь есть очень красивое место. По вот этой речке, там, если пройти чуть выше, в горах река, и по этой речке можно покататься с гондольером. Правда, гондольеры все здесь говорят на немецком языке. Слава богу, по-немецки они не поют. Почему они говорят по-немецки? Потому что основные туристы здесь, конечно же, из Германии. Вот. И иногда эти гондольеры настолько заговариваются на немецком, что забывают переходить на чешский. И вот ты едешь среди немцев и слушаешь экскурсию на немецком, не знаешь, что здесь происходит. Там есть водопады самодельные. Рассказывают, что там живут крокодилы. Рассказывают, что... В общем, там много чего рассказывают. Главное не попасть на немецкую экскурсию. Они все, конечно, немецкие, но иногда экскурсовод в общем, меняет чешский на немецкий. Тут он часть истории рассказывает по-чешски, потом он переходит на немецкий. Вот. В общем, когда будет сезон, очень рекомендую приехать в Женско и пойти покататься с гондольером. Он там вывозит... в общем, почему я буду спойлерить? Приезжайте в Женску. Мы сегодня, конечно, не пойдем гондольером, потому что мне к кому идти. Но там, во-первых, дорога к этим гондольерам, насколько она красивая. Мы сейчас туда подойдем и покажем, куда идти к гондольерам, тем, кто не был. Потому что многие, конечно, приезжали в Женску и были на этих лодочках катались. Вот. И, я уверена, что не все знают о старом заброшенном заводе, о котором мы вам сегодня рассказали. Что здесь еще? Какие достопримечательности еще в этом месте? Гондольеров я назвала. Вот эту арку я назвала. Это все нужно не слушать, а видеть своими глазами. Мы не пойдем ни к гондольерам, ни к арке. Здесь еще и достопримечательности. Вот пешком в пешей доступности Германия. Мы попытаемся туда тоже, может, сегодня попасть. И это даже не достопримечательность, а позор города я вам покажу, когда мы спустимся вниз. Вот это, конечно, чудовищно, то, что там происходит. Итак, идемте, покажу вам, где гондольеры обитают. Да, и сейчас мне напомнил Эдик. Да. В позапрошлом году здесь произошла прям трагедия. Тут были ужасные пожары. Очень много чего пострадало. И вот здесь. Уже почти ничего не видно. Но я помню, когда... Да, здесь даже сгорели какие-то исторические домики. Вот эти такие красивенькие. И я помню, когда горела Женска, гарью пахло в Праге. Так сильно все здесь горело. Такой был сильнейший пожар. Это было 1.5 года назад, меньше 2. Но больше я не помню точно, когда это было. Но, в общем, да, была здесь прям вот... Тут всегда столько сил было брошено на то, чтобы это потушить. Столько денег, столько всего. Но, слава богу, потушили, потому что пожар разрастался страшно. Я не помню, из-за чего этот пожар произошел. Дебилы костры разводили, да? Все как обычно. Идиоты разводили костры. Вот так. А обычно вообще в этом отеле в сезон, мне кажется, там никогда нет мест, потому что машин возле него не протолкнуться. Сейчас пусто. Пусто, да, вот тут все горело, видите? Столько деревьев сгорело. А еще хочу немножко поспойлерить. Я надеюсь, у нас получится в следующие выходные съездить в один замок, который находится недалеко Праги, абсолютно. Это очень красивый замок. Почему мы сейчас сюда не едем? Мы могли раньше съездить, но он закрыт. Он закрыт до 28 марта. Прочли мы сейчас на интернете, что он открывается 28 марта, и, пожалуйста, туда нужно просто идти внутрь. Там не то вокруг замка красиво, и внутри замка красиво. Туда нужно идти внутрь, что мы хотим сделать. И я надеюсь, в следующие выходные у нас получится съездить в этот замок. Не буду говорить его название, но чем знаменит этот замок? А знаменит он тем, что если бы, когда его строили, знали,
Что с ним случится через 300 лет? Его бы не начинали строить даже. Да, в этом замке произошла ужасная трагедия. На этом я останавливаюсь. И как только мы попадем в этот замок, сразу же я выкладываю видео. Думаю, это будет на следующие выходные, то есть следующее видео будет об этом замке. Или же, не знаю, потому что потом мы уезжаем во Францию. Или уже когда вернемся из Франции. Но думаю, это будет на следующей неделе. Как красиво за мной! Вот, смотрите, сейчас еще покажу. Мест на парковке сколько угодно. Летом вы здесь такого не увидите. Летом на этом пятачке тоже куча людей. Все это работает. Вот. Сейчас, ну вот видите, мы приехали и показываем, как здесь, куда ехать летом можно в Чехии. Просто заказывать, конечно, говорю, например, если заказать старую пленарную, то делайте это заранее. Да, летом эта терраса, она полна людей. А еще здесь очень красиво зимой. Здесь такая красота зимой. В общем, и так, как найти гондольеров? В общем, нужно все время идти вдоль реки. Если будете идти вдоль реки, вы упретесь в красивейшее место. Там будут такие гроты, пещеры. Очень красиво. Вы, пока будете идти, будут эти гроты и пещеры, вы будете проходить через гроты, через пещеры. Вокруг вас будут вот такие великолепные горы, которые гораздо выше, чем здесь. И спустя минут 15, да, или больше, Эдик? 15. Да, минут 15, если идти все время вдоль реки, вы выходите в очень красивое место. Это будет, порт местного разлива. И там стоят лодочки. Лодочка, конечно, вы не можете один себе взять одну лодочку. Нужно там ждать экскурсию. Эти лодочки набираются очень быстро. Желающих всегда здесь много. И садитесь в лодочку, и вас везут. По дороге вам рассказывают истории о чем? Ну, о крокодилах, о духах леса. И о чем еще? Водника. Да. Подожди, а как будет водник по-русски? Водяной. О водяном. И показывают знаменитый местный водопад. И, кстати, дергает за веревочку, и водопад выливается. Но у меня, кстати, где-то есть видео, если я найду, я выложу. Во время экскурсии мы развлекали немцев советскими песнями. Надежду людям, то берег левый нужны. Мы пустились в путешествие на лодке 2. Когда-то здесь было море. Короче, мы подплываем к легендарному месту, к водопаду. Так, включайся. Вот веревка. Этой веревкой включается водопад. Сейчас нас к нему подвезут, к водопаду, и водопад включат. Дернут за веревочку, и водопад польет. А мы приближаемся к водопаду, самому знаменитому водопаду в Чехии. Вот так работает этот водопад. Очень серьезная работа водопада. Короче, мы подплываем к легендарному месту. В общем, вот, смотрите, как здесь красиво. Так что очень... Там покажем там. Что покажем? Как выглядит там. Мы летом пойдем сюда?
А почему? Ну, не, ну летом да, мы наверное, пойдем. Мы тут, наверное, каждое лето бываем. Кажется, в прошлом летом мы не были почему-то. А вообще, конечно. О, вот, сейчас. Кто не видел водопад, мы сейчас тоже А вам... вот и это правда. Смотрите, я сейчас вам все покажу. Здесь вот в качестве рекламы. Нет, мы могли бы, конечно, сходить, но, если честно, облом. Вот, смотрите, вот так это выглядит. Лодка с пассажирами. Вот этот водопад, который, вот он дергает за веревку, и водопад выливается. Вот. А вот это арка. Ну, арка, чтобы попасть к арке, нужно высоко подниматься, но там очень красивый вид. Далеко идти. Ну, как далеко? Вот тут, наоборот, вот выходить отсюда и идти все время, ну, прямо и подниматься вверх потом. Ну, там тяжело заблудиться будет. А вот этот, кстати, ресторан довольно-таки неплохой. Клепач называется. Да, там вкусно. Там вкусно, и у них очень вкусная форель была. Так, но идемте же спустимся в сам город. Так, мы спускаемся в город, и сейчас вам там покажем позорище, которое сотворили в таком красивом месте. В общем, город отдан на растерзание. Ладно, сейчас покажу. Деньги рулят? Ну, я не знаю, сколько они должны за это платить, чтобы вот такое убожество сделать. Что характерно, в Германии тоже есть подобные места, но такого позора я там не видела. В Германии все чисто, красиво и никаких убожеств. Но здесь, в Чехии, дешевле, чем в Германии. Поэтому многие немцы... Ну да. Поэтому немцы приезжают сюда и отдыхают здесь. Потому что здесь все это стоит копейки. Все эти кафешки, все эти отели по сравнению с немецкой стороной. Да, это огромный парк. У нас он называется Чешская Швейцария. Ну, я рассказывала уже. А на немецкой стороне он называется Саксонская Швейцария. Огромный парк, очень красивый. Смотрите, какое количество фигурок, гномиков, зайчиков, Деда Мороза там стоят. Вообще, да, обожают немцы покупать. Главное, гномики. И все это продают. Вьетнамцы. И вот мы подъехали, запарковали здесь свою машину, и тут же убегает вьетнамская барышня и говорит: «Сиси, ну, 40 крон, пожалуйста, заплатите мне за час». За полчаса платить ей нельзя, они берут только почасовую оплату. В общем, все эти парковки в центре принадлежат вьетнамцам. Все эти магазины в центре принадлежат вьетнамцам. И ладно бы вот такие магазины принадлежали им. Но то, что вьетнамцы развели на центральной улице этого города, это просто позорище. Вот здесь такая красота, да, мы вот сейчас смотрим. Давай пройдемся по этой, или тут выйдем? Ладно, идем. Потому что если идти вдоль дороги, то видно облезлые спины ларечков вьетнамских. Там такой видон, это просто кошмар. И вот мы выходим в такой красивый городок, да, под названием Хженск. Кому-то скорую вызвали. Аж 2. Ну и что, вот смотрите, сразу начинается. И это сейчас не сезон, их тут в 5 раз меньше. Какая здесь красота, какие красивые домики. Но эти домики засраны, прошу прощения,
Но именно засраны и именно говном, потому что это просто вьетнамский рынок под открытым небом. Как можно такое красивое место в таком, ну, такое красивое место отдавать на растерзание азиатов? Я ничего не имею против азиатов. Мне не нравится вот это грязище. Ну, оно как бы чисто, да, здесь, но не должно оно вот так выглядеть здесь. Вот Panda Free Shop. Во-первых, эта надпись, вот она прям так подходит к этому месту. И сумки, и в Сен-Лоран, Шанель, подделочный Adidas фейковый. То, чего в принципе вообще нельзя продавать в Европе, да? Луи Виттоны. И это вот вся центральная улица города увешана этим, прошу прощения, говном. И дальше будет хуже. И это, говорю, сейчас не сезон. Это сейчас не сезон, это вот сейчас никого нет. Вьетнамцы работают в половину руки, в половину мощностей своих. Потому что, когда здесь лето, это просто ужас. Вон продолжение рынка. Я, честно говоря, вообще не понимаю, почему... Кто позволяет это делать? Нет, но с другой стороны, да, сюда приезжают немцы и начинают здесь охотиться на что-то. Ну, в смысле, вот в этих ларьках. Что здесь можно ходить и покупать? Что здесь продают такое, чего нет в Германии? Но, тем не менее, вот мы когда были летом, очень много немцев здесь прям серьезным видом приценивалось. Я не знаю. Может, это, конечно, деревенские всякие немцы, но... Дело даже не в том, что здесь можно покупать, а зачем это здесь. Кстати, судя по всему, вот этот базар-вокзал, он работает круглосуточно. У них тут, смотрю, они, мне кажется, тут и живут. Потому что я не верю, что это каждый день собирается, разбирается. А музыка, слышь, какая играет? Да. Смотри, что я себя снимаю. Потому что они не любят, когда их магазины снимают на видео. Короче, музыка играет. Немецкие песни из 80-х. Слышишь? Али Штвайн. Вот, я не... блядь, ой, я прошу прощения. Кто? Nike. Какой это Nike? Это все фейки. Это все фейки. Луи Виттон очень с Микки Маусом нравится. Нет, ну вот такое, нечто подобное, да, продают в Болгарии. Там нет вопросов. Там это все... Это Болгария. Вот здесь. Музыка просто... Эти, как называется, подожди, этот турецкий базар? Капалы-чарши. В общем-то, капалы-чарши Хренского разлива. Капалы-чарши. Нет. Смотрите. О, немцы подошли. Там прицениваются к чему-то. Майкл Корс, Луи Виттон, Прада. Это все запрещено. Вообще вот такие фейки, они запрещены. Здесь ты не можешь использовать лого Луи Виттона и вот повесить его вот так. Ну, видимо. Симптомы платья. Кому интовое платье? Я думаю, просто им, наверное, можно. Вьетнамцы, здесь постоянно контроль делают. И что? И что, их, думаешь, штрафуют за это? Да, штрафуют. Смотрю, что-то не сильно помогает. Но они говорят, я не понимаю, я, говорю, не разумею, смотрите, какая красота. Закрыто, сори. Что это? Не знаешь, куда смотреть.
не знаешь, куда смотреть. А такие эти фасоны, это ж кто-то сидел, думал, вот придумывал вот эти штаны все. Да, дизайн. Дизайны вот эти. Дизайнеры. Вот посмотрите, какой там красивый домик, да, какие горы, вот красота. И здесь. Я не знаю, где, говорят, их штрафуют, а как это, ну, раз оштрафовали, ну, два оштрафовали. Тем более я знаю, что в Чехии высокие штрафы. В Чехии высокие штрафы. Как они это все продают? Ой, как красиво, как красиво. А впереди немцы идут, с сумками купили себе что-то и возвращаются пешком в Германию. Нет, ну я понимаю, хорошо, поделывают Луи Виттон, да. Поделывают там, я не знаю, всякие Прада. Как можно подделывать манго? А тут вот можем встретить. А что, Adidas подделал? Адидас, да, Nike, Адидас подделывают. Вы думаете, рынок закончился? Нет, он еще и за углом. Немецкие песни, Смотрите, что здесь. Здесь можно взять кораблик, не взять кораблик, конечно, и не взять гондольера. А тут отсюда ходит кораблик прямо в Дрезден. Но, видимо, это тоже летом. Здесь все, смотрите. Смотрите, как красиво под скалой. О, видишь, немцы. Это немцы, реально, немцы приезжают сюда и это покупают. Я не знаю, ну, я не понимаю, они не видели лучших вещей, им не нравится немецкое качество, им нравится вьетнамское. Серьезно. О, Вот шляпы меряют. так, посмотрим на ладу. Да, идем на Эльбу посмотрим. Кроме шуток, я никогда не видела, чтобы чехи ходили здесь что-то покупали. Немцы, вот сейчас там один немец что-то мерил, там немка мерила. Они, может, с совсем глубоких деревень приезжают, но все же, как бы, у них же тоже есть, наверное, вьетнамцы свои. Зачем сюда ездить? Вот, видите, здесь написано Хженско. И если здесь сесть на кораблик, вот такой кораблик, то вас отвезут, ну, там по-немецки, кстати, все написано, то вас отвезут в Германию. Ну, тут вести-то в Германию, вот, мне кажется, Германия сразу вот за этим белым домом. Ну, пешком. Мы отсюда ходили пешком в Германию. Сейчас, может, пройдемся. Или проедемся, фиг его знает. Вот. Ну, и поездка вроде бы должна быть по красивым местам, кстати. Вот так вот. По Эльбе. Вот Женска в Дрезден можно укатить. Или наоборот, из Дрездена в Женска приехать, купить себе растянутую вьетнамскую футболку, которую разве что полы мыть можно, и вернуться домой. И ходить, и быть самым модным, самой модной фрау.
Вон там продолжается рынок, там. А там еще магазины эти. Такс-фри типа такс-фри. Я не знаю, какой там такс-фри. Фри-шоп. Сигареты. Ой. Так поедем в Германию или пойдем? Эдик, поедем или пойдем в Германию? Поедем. Дик ноги бережет. Времена Викинги. В общем, приезжайте в Женско, покупайте фирменные вещи. Но, видимо, именно этим и руководствуются немцы. Ну, сейчас вообще пусто, да, летом. Вспомни, какой здесь движ Париж. Это вообще летом здесь торговля, я думаю, да, они отбивают весь год за лето. Вся Германия здесь тусит. Особенно на этом рынке. Это, кстати, немец вот тоже приценивается. Ему Nike понравился. Ну, может, знаете? А может, немцам и в голову не приходит, что это фейки? Но они же знают, что этого нельзя делать. А раз нельзя, значит, это настоящее. Да. Ну, а как иначе? Там, надо было сказать, там Гуччи я видела. Пусть супруги купят. Вот одна немецкая. Тут пару коллег ходят вокруг, но все это немцы. Одна пара 10 евро, две пары 18 евро. Ты понимаешь, зачем сюда немцы приезжают? Да. За такой шикарной обувью. Что может быть за 10 евро? Это только на покойника, наверное, надеваешь, чтобы не ходить в этом. Положили в гроб и закопали. Ну, серьезно, 10 евро пара. И, of course, Michael Kors. Так, где Эдик? Ты что, высыл? Бело там. Да, я верю. Все тут все есть. Тут все есть. А часы? Представляешь, ну какие? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ага. Да. А посмотри, там какой фашист на этом. А это я снимал. Это. А, да? То есть... А ты Дрой не снимал? Ну вон. Ну смотри, они не поставили там какие некие... А там Путин. О! Да. Я смотрю, этот фашист известный. Какой? Смотри, постоянно. Вот это вот в сказке, да, он везде. Он везде. Это значит, этого фашиста любят больше всего. Да. Местные покупатели. А кошельки. В общем, здесь рядом Саксонская Швейцария, в которой тоже такие прекрасные горы, реки и красоты. Но там вы не найдете Ив Сен-Лоран, Луи Виттон и остальных. Потому что там, видимо, законы соблюдают. А здесь, как видите, Какие ежики. вот она, обратная сторона Женска. Вот эти магазины с этой стороны. И вот человек едет вдоль речки. И смотрит на это.
Да, и смотрит на убожество. Вместо того, чтобы любоваться красивыми домами, там, горами, я должна смотреть на вот это вот. Ну, это еще мы по Чехии едем, вот здесь уже начинается. Типа фришопы. Да, на самом деле такие же вьетнамские магазины. Это вообще какой-то travel фришоп. А, да, он тоже работает, представляешь? Ну, это все развод для немцев, да. Какой еще фришоп здесь нужен? Ну и вот, собственно, и конец. Женска заканчивается, и сейчас начнется уже Германия. Ну и вот Германия, граница с Саксонией, граница с Германией, Саксонией. Вот, могли дойти пешком. И впереди тоже виднеются такие же прекрасные горы, но вьетнамского... Когда-то здесь была таможня, но вьетнамского произвола здесь вы не найдете. Вот, поэтому все немцы приезжают в Чехию и там кайфуют, покупая всякую чепуху. Видимо, слишком хорошо они живут, что он такую срань деньги тратит. Как говорят британцы, мы не такие богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. Это вот, а немцы могут себе позволить. Вот видите, немцы здесь паркуются бесплатно, потому что у нас в Женску платные парковки. Вот они здесь паркуются и уже с сумками идут за покупками. Вот здесь тоже какие скалы в Германии. Но в Германии тоже есть очень красивое место с такими. Ну, вот здесь, вот в саксонской Швейцарии, ну, мы туда, Бастай называется, я думаю, многие были в Бастай. Это вообще великолепнейшее место. Сегодня мы уже, конечно, туда не поедем, но вот тоже очень, кто не был, очень рекомендую посетить и саксонскую Швейцарию обязательно. Вот такая красота. И вообще, как бы в саксонскую Швейцарию мы просто туда все время ездим машиной, вот в этот, название забыла. Дрезден? Не Дрезден, но Бастай. Спереди какая гора. Так вот, мы все время ездим машиной, но если не ошибаюсь, этот Бастай тоже можно отсюда добраться на пароходике. И это очень красивая дорога будет вдоль вот таких городков немецких. Если я не ошибаюсь, там по дороге еще один замок есть, очень красивый, который называется Китайский замок. Блин, я с названием его никогда в жизни сейчас не вспомню. Он недалеко от Дрездена, и он тоже на пути вот кораблика этого. Там, конечно, красота. Зато какой городок, вот мы сейчас въехали. Конечно, городки здесь смотрятся более ухоженными, какая красота. Здесь нет этого безобразия, этого вьетнамского произвола. Прелесть какая. Здесь нет вьетнамского произвола, здесь вот просто такие милые домики. Ну, немцы, конечно, больше следят за порядком. Чё и говорить-то. Какая хорошенькая впереди. Вот. Но мы, наверное, сейчас будем возвращаться уже домой. Иди говорить, что там есть красивая тоже дорога. Я, честно говоря, уже не помню. А где-то здесь еще должен быть замок принца из чешской Золушки, потому что кто смотрел чешскую Золушку, но я еще в своем советском детстве смотрела чешскую Золушку с Лягушей Шафраньковой в главной роли. И вот чешскую Золушку снимали, часть Золушки снимали в Чехии, и часть Золушки снимали в Германии. Замок Золушки был в Чехии, а замок принца был в Германии. И вот где-то здесь тоже, я просто так плохо ориентируюсь на местности, но я знаю, где-то здесь тоже есть этот замок принца, в котором снимали чешскую Золушку. Кстати, очень красивый замок, и там даже туфелька Золушки стоит на лестнице. Какой городок, кстати, мы красиво приехали. И что-то мне подсказывает, здесь мы были, просто не могу сообразить, где мы.
Да, вот пока мы тут разворачивались, я вспомнила название замка, который по пути из Гженска в Дрезден. Замок называется Пильниц. Это китайский замок, он в китайском стиле. Когда-то к этому замку тоже подъезжали гондолы. В общем, я даже не буду рассказывать, мы когда-нибудь туда съездим. Ну, просто я рекомендую, кто будет в Женско, можете проехаться на кораблике. Летом это многие совершают там эти путешествия. И съездить на кораблике в Пильниц. Там тоже у них есть этот порт, куда пристают эти кораблики. Выходите и гуляете по замку. Вот. Ну, а мы возвращаемся в Прагу. По пути опять проедем, да. По пути опять проедем через какую-то красоту, пообещал Эдик. Говорит, ты что, не помнишь? Там очень красивая дорога. Вот проедем через Можно эту там очень все красивую. сгорело нахрен? Ну да, может там все и сгорело, потому что пожар был знатный. В общем, проедем через очень красивую дорогу и поедем в Прагу. И если я уговорю Эдика, мы купим куриное мясо и сделаем пастрома, это называется, да? Да. Сушеное куриное мясо, пастрома, очень вкусно, по болгарскому рецепту. Всем очень рекомендую. А какие здесь яйца висят на этом дереве? Кустики, вернее. Ну все, сейчас впереди будет Чехия уже. И тут на кустах, да. Блин, а там зайцы сидят на скамейке. Но они прикольно, немцы украсили этот городок свой. Мы это уже второй раз встречаем, вот этот автобусик. Он здесь курсирует между Чехией и Германией, судя по всему. Все, впереди Чехия. Ну и вот эта дорога. А тут, кстати, колесо еще такое водное красивое стоит летом. А, да? Оно здесь стоит. Оно стоит там. Блин. Постоянно. Ну, в общем, вот эта дорога, которую Эдик пообещал, говорит, будет очень красиво. Ну да, я уже вспоминаю, мы здесь были. Вот, да, видно, как здесь был пожар. Да, все это. Ай, твою мать, все сгорело. Да, тут все сгорело, господа. Ну, была страшная, конечно, страшная стихия. Вот. Блин! Вот здесь даже закрыли. До сих пор обгоревшие деревья. Да. Помню, такая трагедия была, там всей страной собирали деньги даже. Помощь эвакуаторам, там продукты собирали людям, которые здесь работали. Просто чтобы хотя бы... Люди просто возили сюда продукты, я помню, чтобы накормить этих пожарников всяких. В общем, страшное, что здесь было. И вот сейчас мы видим последствия этого. Мы с тех пор здесь и не были. Мы до этого, до пожара здесь были последний раз. Вот там и впереди, смотри. Да, и впереди, боже. Ужас. Какой ужас. Какая трагедия. Да, мы хотели проехаться по красивой дороге. А там, смотри, вот знаешь, как символ того, что жизнь продолжается, стоит цветущее дерево. Среди всего этого кошмара стоит цветущее дерево. Вот оно. Ай-яй-яй. В общем, когда-то здесь было очень красиво. Здесь был лес. И, собственно, он сгорел. И вот уже прошло сколько времени. Постапокалипсис, да. Вот эти скалы впереди, они из-за леса, да, и эти, они из-за леса не были видны. Вон Брана. Нет. Да, это Брана, о которой я рассказывала. Вот это она. Ее раньше с этой дороги видно даже не было. Вот сейчас, это Эдди говорил, нет, не она, это она. И вот так сгорел лес, что сейчас все эти скалы мы видим. А вот еще какие здесь отельчики. Вон, и тут, кстати, много людей живет сейчас. Это все, вот какая здесь красота. Это вот мы проехали через сгоревший лес, и вот здесь в лесу тоже
Люди приезжают и отдыхают. Там даже караваны стоят. Ну, а мы сейчас еще подъедем к одному месту, которое здесь находится недалеко Чешской Швейцарии. Это место знаменито тем, что оно входит благодаря одному случаю, печальному случаю, но для одного человека счастливому случаю. В общем, для всех печальному, а для одного счастливому. Оно входит в книгу рекордов Гиннесса. Сейчас мы туда подъедем и расскажем, что же там произошло. 26 января 1972 года неподалеку от границы Чехословакии и Восточной Германии произошло трагическое событие, которое вошло в историю как одно из самых необычных, благодаря чему попало даже в книгу рекордов Гиннесса. Итак, чуть более 50 лет назад на Чехословакии взорвался югославский авиалайнер, на борту которого находилось 28 пассажиров. Впоследствии было установлено, что причиной катастрофы стала бомба, находившаяся в багажном отделении. В организации теракта призналась хорватская ультраправая группировка «Усташи». Однако официально это преступление так и осталось нераскрытым, и конкретные имена исполнителей установить не удалось. Для справки, Усташи – хорватская фашистская ультраправая организация. Усташами был организован геноцид сербов, евреев и цыган. Были созданы многочисленные концлагеря. По разным оценкам, в ходе усташского геноцида погибло до 800 тысяч сербов, 30 тысяч евреев, 80 тысяч цыган. После освобождения Югославии большинство лидеров усташского движения скрылись в странах Европы и Америки, где создали сеть радикальных организаций. С 1967 года до 1970-х годов данная организация провела несколько десятков террористических атак на югославских граждан в Америке и Европе. Но вернемся к трагедии в небе над Чехословакией. Взорвавшись, самолет упал возле чешской деревни Српска Каменица. И вот тут первое мистическое совпадение. Сербский самолет падает в деревню под названием Сербская Каменица. А дальше, помимо трагедии, происходит настоящее чудо. На высоте 10 километров люди умирают просто от разгерметизации салона. Но одному человеку удалось выжить. Это была 23-летняя стюардесса Весна Вулович, которая позже была внесена в книгу рекордов Гиннесса как единственный человек, переживший падение с высоты свыше 10 километров. По мнению экспертов, девушку спасло то, что у нее имелись проблемы с артериальным давлением, оно было слишком низким, и ей пришлось даже выпить кофе перед полетом, чтобы обмануть медицинский контроль. Сразу же потеряв сознание, она осталась внутри обломков фюзеляжа, придавленная трупами погибших и тележкой с едой и напитками. А сам этот обломок самолета приземлился под острым углом на склоне, что и смягчило падение. На этом все могло и закончиться, и стюардесса могла бы в итоге умереть, но Вулович еще раз повезло, поскольку мимо проходил лесничий Бруно Хонке, который служил медиком в немецкой армии во время Второй мировой войны. Он оказал ей первую помощь еще до того, как прибыли спасатели. Остановил кровь, но при этом не стал двигать тело, поскольку подозревал, что у стюардессы сломан позвоночник. Так оно и оказалось. Затем Вулович провела много месяцев в больнице. Она получила тяжелые травмы, в том числе внутричерепное кровоизлияние. У нее был раздроблен таз, сломано несколько позвонков. На некоторое время она была парализована ниже пояса, впала в кому, но выжила. Далеко не сразу к ней вернулась память. Она вовсе не помнила случившееся, с удивлением обнаружив себя в больничной палате в Праге рядом с родителями. Когда ей показали газету со статьей о случившемся, она потеряла сознание от переизбытка эмоций. Перед перелетом в Белград ей предложили вколоть успокоительное. Однако она отказалась и в дальнейшем никогда не боялась садиться в самолет, хотя бы в качестве пассажирки. Более того, она очень хотела вернуться к работе стюардессой, однако авиакомпания предпочла подыскать ей должность в офисе. После катастрофы бывшая стюардесса ежегодно посещала поминальные мероприятия в сербской Каменице. Весна Вулович умерла в декабре 2016 года у себя дома в Белграде. Ее тело было обнаружено после вскрытия квартиры полиции, куда обратились друзья женщины, обеспокоенные, что она несколько дней не появлялась на улице и не отвечала на телефонные звонки. До 67 лет она не дожила несколько дней. С момента трагедии уже прошло много лет.
Нет уже ни Чехословакии, ни Югославии, а в лесах вокруг сербской каменицы жители и по сей день находят части давно упавшего самолета. Ну и вот сербская каменица называется эта местность, куда упал самолет. В общем, где-то здесь случилась такая трагедия. Ну а у стюардессы был самый настоящий второй день рождения. А Эдик говорит, что здесь должна быть какая-то памятка об этом. Ну, как это называется? Камень или что там должно быть стоять? Ну, что-то тут. Ну, да, что-то должно здесь быть, какое-то упоминание об этом, что на этом месте разбился самолет. Но он не помнит где. Еще вот такие узенькие мостики. Ну, а если, да, проходим. А если не найдем, то историю мы вам рассказали. Собака как на нас смотрит внимательно. Нам еще нужно готовить мяско. Ну, мяско мы, конечно, будем сегодня готовить, но в видео оно это уже не войдет. Ну, вложим в следующее видео, мы вложим этот рецепт вяленого мяса, сушеного мяса. Ну, как Эдик сказал, в Болгарии у каждого хозяина свой рецепт. Каждый там добавляет что-то свое. Ну, мы сделаем классический, как мы делаем. И в следующем видео вам его покажем. Но не тут-то было. Эдик начал останавливать местных и спрашивать у него, а где здесь место, где упал самолет. Ему показали, и вот мы сейчас туда подъедем. Собственно, вот это место, и здесь пишут, что на этом месте 26 января 1972 года трагически закончился полет самолета сполучности Jet на линии... сполучности. Ну, короче, да. Ну и вот здесь картинка, которая нам об этом рассказывает. О том, что вскоре после 5 часов вечера 26.01.1972 здесь упал самолет. И что там? Задняя часть самолета оторвалась. Вот, кстати, в ней было 7 человек. И она упала прямо здесь. Да, вместе с крыльями, да, задняя часть самолета вот вместе с крыльями, ну да, оторвалась. Час с 19 людьми. А первая упала куда-то в лес. Да. Случился тогда зазрак, чудо случилось. Произошло тогда чудо, стюардесса, весна Вуловичева пережила эту трагедию. В общем, умерла она в 67 лет дома в Белграде, в Сербии. Но могла умереть гораздо раньше, в 20 с лишним лет здесь. Ну, случилось чудо. Вот такая история. Вот такую историю мы вам сегодня рассказали. Вот такие истории мы вам сегодня рассказали. Еще раз спасибо, что вы были с нами. И до встречи в новых удивительных местах Чехии и не только Чехии. Пока.